Вы знаете, мне в жизни повезло. Я работал в свое время с лучшими барабанщиками нашей страны, еще Советского Союза. Это Володя Болдырев, Володя Васильков, Дима Власенко и вот теперь Игорь Джавадзаде. Я, знаете ли, счастливый человек, потому что его вторая и четвертая доля – это железобетон. Игорь, спасибо тебе большое за то, что ты есть. Я горд и счастлив, что мы работаем вместе. Храни тебя Господь. Всем привет, меня зовут Игорь Джавадзаде, и мы сегодня в Drum Talk. Если я скажу, что я ответил на этот вопрос 1000 раз, это будет преуменьшением, потому что это 10 тысяч раз. У меня уже такое клише есть ответ всегда заготовлен. Просто в детстве заставили по-другому, я не мог поступить, так как я родился в семье профессионального барабанщика. В данном случае он профессор Душанбинской консерватории, мой отец. Играть в 5 проектах, и не играть с отцом было невозможно, с таким отцом. Первых барабанов было очень много, причем я увидел сразу хорошие барабаны, потому что отец ездил в Москву и привозил все самое новое. Были и Премьер, были старые чешские Лефима, были, такие даже сейчас уже и не помнят, были очень старые хорошие Амати, или Лефима немецкие, Трова, потом который стал Тактоном, были и советские всякие барабаны, очень много. Дом был набит, вместо шкафов стояли барабаны. Их несколько, конечно. Самый главный, самый основной – это Билли Коббом. Это для меня номер один, и человек, который повлиял просто на всю мою музыкальную жизнь. То я считаю, сколько сделал этот человек, не сделал ни один барабанщик. Но исключая, может быть, Бадди Рич. Следующая была такая вершина – это Билли Коббом. Первое, я называю, у нас у барабанщиков есть такое понятие жопа-часы. Это усидчивость, это вера в то, что ты делаешь. Это то же самое, я всю жизнь протусовался с альпинистами, и это очень похожие две такие темы, потому что человек лезет к своей мечте, к своей вершине. А в барабанах то же самое. Если ты прекращаешь немножко заниматься, ты просто точно на месте, потом скатываешься вниз. Я думаю, это уже от людей зависит, и если есть время. Ну, наверное, кто-то есть барабанщик-бизнесмен, барабанщик-пиармен, как угодно. У меня, например, на это никогда не хватало времени, никогда. И, возможно, из-за этого в каких-то моментах я финансово где-то проигрывал, но просто нет времени этим заниматься. И нет людей, которые этим бы занимались, но это и не нужно. Почему? То есть барабанщик может просто играть на барабане? Да, это надо, все равно пробьет себе дорогу. Никогда не было такого, чтобы хорошо играющий человек остался где-то без известности.
вообще это не самое главное. Вообще не главное. Я могу сказать, что хороший, опять же, вырос еще среди раллистов, которые в свое время ездили на москвичах. Есть такой фильм прекрасный, «Гонщик» называется, с Леоновым в главной роли. И вот в те времена наши хорошие гонщики, они брали места на международных. А ни «Москвич», ни «Жигули» это, в принципе, не конкурент там, ни «Мерседесу», там, ни «Реношки», которые достаточно крутые машины для гонок. Поэтому то же самое в барабанах. Не надо гнаться сразу. Я смотрю, сейчас очень много даже учеников молодых приходят, знают все о барабанах, о сплавах железа, там узнают все марки в мире, но играть при этом еще не совсем умеют. Поэтому надо сначала научиться играть. По книгам, по коленкам, по нервам. Там. Но у нас ошибка у профессиональных, особенно барабанщиков, особенно еще у классических, под словом техника подразумевается быстрота игры. То есть там, насколько у тебя быстро двигаются кисти или пальцы, насколько ты можешь какие-то этюды сыграть. Есть такие примеры, там, из Гнесинки, из Конца, там приходят иногда заниматься ко мне ребята. И, окей, на малом барабане играют отлично, только я прошу сделать какой-то брейк, где есть подступательное, я называю кунг-фу, движение по барабану. 0, полный 0. Это отсутствие техники. При этом играют очень здорово. И на ксилофонах, на маримбах. Что такое техника? Это вот ты выходишь, к примеру, подходишь на улицу, смотришь, стоит Mercedes-Benz. Открываешь капот и видишь вот то, что под капотом, это техника. Это уравновешенная игра. Это твое взаимодействие с метром. Это в первую очередь координация. Это как у тебя двигаются все твои конечности. Это все вместе дает понятие техника. И, конечно, техникой надо заниматься. Постоянно, каждый день смотреть очень много появляется новых течений, новых всяких интересных идей. Это техника, этим надо заниматься. Собой надо заниматься каждый день. Сгниешь. Это факт. Надо его искать просто. Надо не снимать у всех вот эту пену, а просто опуститься к корням вообще драминга, поизучать немножко, послушать. Сначала нужно понять, что тебе нравится вообще в барабанах, какие барабанщики, может быть, нравятся, поинтересоваться, чем они занимались, через какие школы они прошли, через какие там терни они прошли. И все. И свой звук, он появится у тебя. Свой звук, он появится параллельно с манерой игры. Звук просто в отличие, к примеру, от той же техники, технику можно сделать, звук сделать невозможно. Вот так, прямо ты поставил себе задачу сделать звук. Надо искать, надо постоянно играть, надо пробовать стили, смотря какой тебе стиль ближе. К примеру, если ты джазмены на меня жалуются, потому что у меня очень жесткий звук. В принципе, я очень люблю жесткую игру. Я никогда не буду настоящий джаз играть, потому что я не сумею, потому что мой звук, он не подходит даже. Это априори, и в этом ничего нет удивительного и страшного для меня. Но я бы... У меня постоянно в жизни всегда возникает аналогия. Вот на любой вопрос, к примеру, взять динамик. Есть пищалка, есть суб, а есть широкополосный. Там какой-нибудь 15-дюймовый хороший или акустик. Вот нужно быть широкополосником. Желательно... играть в нескольких, там, хорошо в любимых стилях, в которых ты ориентируешься. Интересоваться другими стилями. К примеру, если меня попросят сейчас поиграть какой-то трэш, я не знаю этот стиль.
я не знаю эту волну, я не знаю эту музыку, и поэтому для меня это будет сложно. Либо какой-то вообще там джаз традиционный, тоже не знаю. Но касаемо все, что около этого, все то, что касается там джаз-рок, фьюжн, поп-рок, это без проблем. То есть надо войти, через какое-то время заиграть. Опять же, все зависит столько, сколько занимается Калаюта, или столько, сколько занимались старые барабанщики, до сих пор занимаются. Сейчас, мало кто занимается. С чем это связано? Но жизнь стала жестче. Надо, кроме занятий, сейчас не дают столько времени тебе на занятия, не дают обстоятельства. Они тебе не дают, потому что социалка очень сложная. Нужно этим заниматься, искать работу. С работой вообще дико сложно. Все бегают по репетициям. В Москве, в огромных городах проблемы туда-сюда. Все время съедают вот эти вот обстоятельства. Наверное, во всем мире так, не только. Да, да. В пробке у меня, конечно, не шафл, я включаю поворотник, тык-тык-тык-тык-тык, просто 8. И если какую-то тему мы проходим с учениками, и мы сидим с Ирой, с моей женой, я говорю, давай поиграем деление на эти 8. Это помогает. Все, что раньше вообще, когда было много гастролей, и переезды были на поездах, очень интересные всякие ритмы. Просто задавал метр какой-то там определенный, и пытался просто написать. Играл даже со своими ребятами, с музыкантами, спутниками. Вот такое. Кто точнее напишет, там, ритмический диктант, например. А барабаны сами по себе, они помогают очень здорово. У меня как-то занимался топ-менеджер одного из банков. И он говорит, Игорь, ты не поверишь. Он говорит, вот координация, все, чем мы занимаемся в барабанах, вот Господу Богу, ему все равно, и, кто-то может сказать, космосу, точка приложения. Если ты занимаешься координацией, это, в принципе, это невысокий слой, это космическая координация, божественная. То есть это это составление приоритетов, как волны. Каждый человек тоже волна. Ты в обществе начинаешь по-другому себя вести. Вот чем больше ты занимаешься на барабанах, тем более разительные такие изменения происходят с тобой в отношении других людей. С кем-то может быть жестким, с кем-то, наоборот, помягче. Какую-то ситуацию, наоборот, отпустить. Это фантастический инструмент. Барабаны, не говоря просто о самом фитнесе уже. Есть и такие, которые приходят, мы обычно. Спортсмены. Мы с такими не занимаемся, обычно, да, выгоняем. Какое вообще отношение к барабанным спортсменам? Никакое. Никакое. Очень много, сейчас, к примеру, Госпел, да, просто заполонил, уже ушло уже. Бросились все, хочу быть черным. И вот эти навороты, зачем? Сначала надо поехать, поприсутствовать на службах, посмотреть, откуда Госпел пошел, для чего черные играют это, почему они играют. Для меня сложнее, к примеру, Black Dog снять, да, Led Zeppelin, сложнее, чем какой-то Госпел. Госпел это все, да, это связано с техникой, с безумной совершенно там, с безумным, вернее, звукоизвлечением, черным именно, с движением. К спортсменам никак. Надо быть черным. Зачем? Мы белые, мы просто столько музыки сделали и делаем. Взять Марка Минимана и вот этих всех людей, Томас Ланг. Очень жалко то, что люди, приехав в Америку,
наверное, нужно пожелать удачи, потому что все европейские барабанщики, почему-то они фанатеют. Все Лос-Анджелес, там это, ну, Миниман там Сан-Диего, по-моему, там, ну, где-то там, да. все. Они мгновенно переформатируются. И вот я смотрю, Марко, это уже не то. Он очень круто играет, какие-то вещи еще. Но это не тот, который был здесь вот сольный барабанщик, когда в 2002-2003 он появился со своим первым альбомом. Там все это просто, где невероятно полиритмия, дикое количество там барабанов, просто, ну, это мегазвезда. Уехав в Америку, ну, с американцами очень сложно вообще конкурировать, что они находятся у себя дома, они в струе, хотя Марко, он там, ну, в порядке, в полном. Мне просто жалко его вот как творческую Видимо, единицу. не востребовано, да, вот это все наворот. Ну, наверное, да, но я могу сказать, что сейчас вообще как бы вот эта ниша сольных барабанщиков, именно сольная барабанная игра, когда сзади тебя, к примеру, проектор, стоит куча инструментов, и ты ходишь как маг, как шаман, и ты играешь, ты озвучиваешь этот спектакль один. Вот Марко один из тех. И очень жалко, когда, ну, просто нет. Сейчас, ну, такие, ну, много очень музыкальные эксцентрики. И сейчас даже вот играя какие-то свои мастер-классы, я понимаю, что они не очень интересны, потому что у меня в мастер-классах очень много педагогики, очень много учебного материала. Я хочу показать людям, из чего стоит. И когда я показываю, насколько это сложно, все нет. Все хотят услышать, как играет барабанщик, быстро, все шоу фантастически, рассказать, в каких он там номерах шикарных живет. Ну, вот такое. И сейчас время такое, к сожалению, ну, очень много фейка, очень много ненастоящего. Даже хорошо играющий человек, там, я когда снимался в клипе, помогал там Сане Маршалу, у Артемки, у сына там был, и он там какой-то там рэпнину какую-то там помогли сыграть и снимали потом. И молодой ко мне подбегает режиссер: Игорь, а вот палками покрутить? Я говорю: я не умею, я не кручу палки. Он говорит: как? И он так обломался, мама дорогая. Вот люди подсажены вот на такие вещи. Ну, режиссеры не такие. Ну, такое должно быть, это, ну, должно быть, но это не должно заполнять все пространство. Барабаны — это все же изыскание, гигантские изыскания. Это такая Марианская впадина, которую я вот каждый день занимаюсь. Видно там дно? Нет, оно уходит постоянно, еще больше. Это настолько сложно. Тем более, не дай бог, захочешь еще расшириться, это все. Вглубь и вширь, это страшно становится. Жизни не хватит. Стоп. Он аналитик, примерно. Он прям математик. Есть черные, которые нот не знают, и у которых вот или, ну, там, к примеру, Крис Колман, вот рядом находился к ним, мы ездили на Мейнл в 2010 году. Я вот просто рядом сижу, и меня раскачивает. Вот он пространство и время качает. Вот что такое грув. Ну, что такое грув? Я могу сказать, что такое грув. Заходишь к кардиологу, к врачу, и смотришь свою вот эту кривую. Это и есть грув относительно вот мы его теряем, да, когда вот иногда приходишь на студию и говорят: чувак, там вот ты с кликом не попал. Ну, люди, не знающие барабанов, не знающие, что такое грув, что должна была быть волна. У кого-то такое мнение по поводу грува. У черных другое. Они прям цинично заявляют, что белые вообще, они не понимают это. И это ошибка. Ни один из черных еще не сыграл правильной рок-музыки. Джон Бонем, например. Да, никогда не сыграют. Например, есть а-ля Led Zeppelin черная, где Вилл Колоун играет, Колхаун, барабанщик. Living Color была группа. Ну, не пошла. Очень круто, потому что все ближе такой тяжелый, но фанк все равно. Все равно этот шаффл, вот это вот
триольная волна вместо квартольной появляется, и все. То, что присуще черным музыкантам. Поэтому надо в жизни очень четко разделять. У меня свой грув. Грув – это... Что такое грув? Грув – это сочетание нескольких волн. К примеру, вот у тебя есть правая рука, о чем говорил мэр. Совершенно верно. Если ты правша, главный инструмент твоей установки – это будет хай-хат. То есть та-ту. И твоя задача, вот как шамана, взять одну волну, вот посадить вот эту метрическую. Потому что ни басист, ни гитарист, они могут сказать 1000 раз тебе, да, или звукорежиссеру, дай бочки побольше в монитор, мало, они будут ориентироваться по хэту. Вот грув. Вот, и если вы играете в одной волне, в одном потоке, как американцы это называют, то это грув. Грув, опять же, у всех разных. Нужно уметь все же играть ровно и пытаться раскачивать, играя с какими-то музыкантами, с разными музыкантами, у тебя должно быть немножко разное движение. Ну, невозможно в одном движении играть и одну музыку, и там, к примеру, ты играешь какой-нибудь, после фанка ты приходишь играть какой-то поп-рок, у тебя уже должна быть крупная правая рука, другая волна, но при этом расстояние между первой, второй, третьей там, и четвертой долями они должны быть совершенно одинаковыми. Они могут быть кривыми. Но грув – это статичное движение. То есть вот у тебя есть паттерн, ты его… Повторяется. Да, как можно более точнее нужно уметь повторять. Не как машинка, конечно, но учиться танцевать. Как сказал один из философов, не помню кто, как правило, мы бросаем свой путь, когда до успеха остается, до успеха 2 шага, грубо говоря, повернуть за угол, и там тебя ждет приз. Бросаем, как правило. Первое – это поверить, реально поверить в то, что ты делаешь. Если ты в это не веришь, этим не нужно заниматься. Не нужно. То есть нужно верить, что это будет. Да, потому что вот приходят ученики, говорят, вот, Игорь, я занимаюсь этим, у меня не получается. Я говорю, сколько ты занимаешься? Он мне говорит, он называет, мы посчитали в 25 раз меньше, чем я ему сказал, к примеру. Чем не я даже сказал, а как мы договорились. Потому что мы вместе определяем прям наши отрезки. Вот если ты, ну, то есть в психологии есть такое понятие, как желание и намерение. Чем они отличаются? Желание, я лежу в кровати и хочу выпить стакан кофе, чашку кофе. Но я буду желать, потому что мне влом все. А намерение, какой облом там не был на улице, как холод, я встану, подойду, вскипячу воду, сделаю, если нет кофе, я схожу в магазин, куплю. Вот чем отличается. Должно быть намерение. Нужно пахать. Вот охота, неохота, болеешь, возьми другим чем-то. Просто ноты почитай барабанные там, или какие-то. Потому что людям кажется, что должно получаться все сразу. Вот ты посмотрел телевизор, ты увидел, ага, он играет. Так я тоже так могу играть. Половина барабанщиков, может больше даже, не только барабанщиков, музыкантов, это пустышки. Это бенгальские огни, которые вот прогорели, выбросили следующий. И что осталось? Это и в Америке так, если вот взять сейчас вот эту модную тему, там, госпел, да, вот закроешь глаза, ты не отличишь. Ну, можно там Эрика Мура, там еще там Колмана, хотя он не совсем госпел. Есть там пяток барабанщиков, которые отличаются там с какими-то паттернами, пазлами. А так в основном они тоже играют. Все. Вот он играет черный, потому что он не хочет работать. Вот он не хочет работать, как его там. Это тоже. Ему по кайфу заниматься музыкой, ему хорошо, но он повторяет, у него ничего нет своего. То есть мотивация совершенно неверна. А есть музыканты, те же черные, которые очень хорошо знают науку. Я со многими общался и общаюсь.
Невероятно крутые. Просто сидят, жопа часы. Я с Колманом, когда начал играть, я говорю, Крис, вы черные так быстро, легко играете. Я говорю, вот у тебя вот эти... Он говорит, Игорь, он говорит, я беру иногда 4 такта и делаю их 2 недели. Они у меня не получаются. 4 такта свои. Ну, какая-то фишка. Там у нас был с перехлестами там разговор, интересно. Я говорю, так быстро играешь. Он говорит, сначала в медленном темпе. И постоянно каждый день. И я знаю, что я это сделаю, и потом это будет, ну, как-то на людей положительно влиять. Это будет успех. А если так брать на шару, раз ты сделал соло, да, к примеру, вышел, поиграл, а тебе народ не хлопает. Вот ты обломался, вот ты бросил, вот ты слабый. Значит, почему? Первое. То ли ты соло сыграл для того ли народа. Я, к примеру, играю с маршалом, я выхожу к микрофонной стойке, становлюсь на колени и в середине своего соло и играю по ней. Но я играю сложные вещи по этой же стойке. Но народ на это заводится. Ну, потому что простому народу не надо играть какие-то сложные темы там из Гарри Чейфи или то, что это как бы относится чисто к барабанам или к барабанщикам. Надо, чтобы народ подсел на твою волну, чтобы ты ему рассказал определенную историю, и народ стал с собой контактировать. Вот. Если ты закрыт, если ты не можешь себя критиковать, не можешь расти, значит. Естественно, ты обламываешься и бросаешь. Это у всех так. Все хотят вот здесь и сейчас, дурацкое совершенно понятие. С одной стороны, вроде нормально. Вот здесь и сейчас. Хочу быть известным, чтобы о мне все говорили, чтобы я был индорсер всего. На шару приносили палки, тарелки, барабаны, и все. Это неправильно. Правильнее каждый день становиться сильнее. Посмотреть в зеркало на себя. Чувак, ты сегодня сделал упор, ты встал в 6 утра и поехал заниматься. Потому что другого нет времени. Вот тогда ты никогда не бросишь. То есть какой вывод? Вывод, просто надо верить в себя и в то, что ты делаешь. Вот, все. Если у тебя что-то не получается, и ты бросил, ну, значит, ты просто лузер для себя. Значит, не так-то ты и хотел этого. Ты этого не хотел, да. Еще такое сравнение, что вот человек, когда в туалет хочет, у него нет отмазок. Он все равно пойдет. Очень крутое, возможно, вооружение. Да. Это очень круто. Это очень точно. Если ты точно понимаешь, что это твоя точка, надо мочить всем чем угодно. Головой, руками, Хоть ногами до конца бить. Но если ты уверен, что это твоя точка, бывает такое, не получается. Очень много такого было. И в результате оно все равно получится. Вот могу авторитетно заявить. Авторитетно в данном контексте это с высоты своих барабанных лет, потому что уже 50 лет я на барабанах точно. И поэтому могу сказать, там, где я давал слабину, у меня ничего не получалось. Где-то проявлял упорство, все двери открывались. Это у всех так. Своих учеников я вот этому учу в первую очередь. Я говорю, я не собираюсь быть вашим педагогом, я должен быть вашим старшим товарищем, который объясняет, по каким дорогам мне нужно ходить. Все остальное у вас есть. И куда идти, вы сами уже знаете. Я буду просто помогать со стороны. Это вообще вопрос, его можно снимать раз и навсегда, потому что если ты будешь заниматься барабанами серьезно, у тебя будет музыкальное образование 100%, 1000000%. Но начинать с музыкального образования не всегда. Может, вот именно знание нотной грамоты, например. Да не, можно. Много людей, я знаю, которые с нотами плохо, вот приходят заниматься, уже почти профессиональные люди, приходят заниматься, начинаем играть, раз я тестирую нотки, ага, не знаю, ладно, чтобы не грузить человека, идем дальше. Начинаю его
Это у меня называется синдром взлетевших самолетиков. Если человек уже умеет играть на барабанах, ты его на пэде или где-то там разминать руки, или учить ноты раз, и два, и там... Это в жизни не заставишь. Но он, когда до этого доходит, он сам просит, потому что вот нотами у нас Ира занимается, и говорит, можно мне вот из 1,5 часов нашей школы, да, полчаса, говорит, я буду заниматься нотами с Ирой. Люди уже сами хотят. И если это параллельно абсолютно, это, ну, если опять же включить аналогию, образование ноты – это кислород, чистый кислород. Воздух, если ты будешь дышать чистым кислородом, я не знаю, сколько ты проживешь. Ну, там месяц, может быть, потому что там нет всех вредных аминокислот, всяких азотов, там, вот таких вредных примесей. Поэтому ноты это да, но практика, твое желание, твое видение. Иногда даже, когда люди слишком упираются в ноты, слишком упираются во всякие методики, вот начинают Мёллер, там Шмёллер. Да что же вы мне... Это бред, это что Мёллер? Я всегда говорю, ребят, вот посмотрите, как птица рукой. Да, крылом машет просто. Вот. Это что, тоже Мёллер ее научил? Смотрите, у нас аналогии. Посмотрите все боевые искусства. Это что, Мёллер? Мёллер, он просто, как педагог, он перенес вот то, что есть в природе, то, что, естественно, для человека большой Мёллер и малый Мёллер. То есть движение от локтя, движение от кисти. Но оно, естественно, это... Или начинаю там down, up, down. Что такое? Вниз, вверх по-русски. Вниз, вверх, отскок. Все. И вот это вот образование, оно людей, у меня приходит искалеченными руками иногда люди. Потому что начинается вот это образование в кавычках. Образование, оно должно идти параллельно с самообразованием. Никогда не если ты свое закроешь и начнешь по чьим-то разнарядкам там делать какие-то вещи, из тебя ничего не получится. Нужно аккуратненько. Знаешь, как в топочку подбрасываешь знания, чик-чик-чик. Тоже это надо, смотря для кого. Все индивидуально очень. Да, кто-то добился сам, и потом он пришел в оркестр. Вот поехал чувак в хороший тур, например, могут взять, а он нот не знает, раз и пролетел. Через месяц, как миленький, ноты выучит и будет уже играть. И он, так это просто ерунда ведь, полная. Это очень легко. Все боятся этих нот, образования. А на самом деле он, оказывается, все знает. Он просто не знал, как это называется и как где что пишется. Это все. Векл просто сказал, что из-за того, что я знаю ноты, мне просто больше работы предлагают. Вот и все. Потому что иногда дают пачку нот. Да, конечно, конечно. В этом случае 100%. Это опять же, во-первых, нужно оставаться нормальным просто человеком, как в обществе, уметь промолчать, иногда уметь промолчать, не идти на какие-то обострения, но до принципиальных моментов. Когда момент принципиальный, спокойно садитесь, разбирайтесь, все должно быть мирно, спокойно. Но прогибаться, я вот тот человек, который много коллективов поменял, переиграл, но я нигде не прогибался, нигде, ни в одном коллективе, ни в одном. Из-за этого и любили, и не любили, и отовсюду я уходил сам, и никто меня никогда не выгонял, потому что я всегда был честный и открытый. Просто то, что мне не нравится, я говорю, не нравится. Но ты должен постоянно аргументировать. Так, к примеру, вот много групп на моем веку развалилось, даже еще на стадии становления, на репетициях. Вот играют чуваки, раз какая-то появляется не та нота или гармония, и начинают ссориться между собой, да ты такой, потом переходит на личности, все. Ни в коем случае для этого, для чего нужно образование. Тебя просят поиграть, у меня часто бывает, знаешь, играешь нормальную партию, потом раз там просят, а поиграть, думаю про себя, такой маразм. Ну, вот маразм, вот, реально, неправильно. Нет, не то. И я в результате показываю там 10-15 вариантов,
И все, и мы выбираем. Но это все мои варианты. И поэтому здесь нет никакого... Это тоже большой выход. То есть быть сильным в образовании. Чем сильнее ты как музыкант, как образование, тем меньше у тебя будет напрягов с коллегами. Но и стараться все же свою гордыню немножко иногда успокаивать, удерживать. Потому что когда ты много занимаешься, я по молодости вообще, у тебя гордыня, и тебе когда не то, что кто-то говорит, а иногда говорит человек, вроде даже как-то такой совсем профессионал, музыкант, и там тебе кажется, что он не понимает, а потом много раз было, что человек был прав. Поэтому надо уметь слушать. Надо уметь слушать и по возможности, вот, к примеру, у меня один старый мой приятель говорит, Игорек, говорит, любой наш предмет, любой предмет разговора можно посмотреть, говорит, перечисли мне башни мировые. Я говорю, Пизанская, Останкинская. Вот представь, вот предмет, а вокруг стоят башни. И, говорит, с Пизанской ты вот так будешь смотреть, с Останкинской вот так. Говорит, это точки зрения. Всегда попытайся встать на точку зрения, на ту точку зрения своего оппонента. Но этому надо учиться. Это работа над собой. Работа над собой. Коллектив это подводная лодка. Это очень сложно. То есть это проще сказать, чем сделать, да? Да, особенно если быт касается. Ты вот в быту, да, привык к одному, выезжаете на длительные гастроли, в быту там совершенно другое получается. Но это надо учиться. Нужно учиться. Больше сосредоточения на своей партии, потому что нужно ее достаточно точно сыграть, попытаться. Здесь сосредоточение. А зал это уже немного другое. Ты уже начинаешь волну пускать в зал. Тебе нужна более широкая игра, но студийная игра, она предполагает определенные какие-то приемы, определенные какие-то там каноны есть свои. Я очень быстро настраиваю любые барабаны. Я не парюсь, как я вот по шкале умения наставить барабаны, я, наверное, самый там юзер, там, в нижней ступени. Но у меня всегда звучат барабаны так, как мне нужно. Я подстраиваю очень быстро и нахожу тот звук. Есть люди прям за 2 часа приезжают, там тун-тун-тун-тун, начинают платить. Так, у меня такого нет. Мне надо быстро там бам-бам-бам, ноту взял свою, она срезонировала с моим мозгом там или сердцем, все. Там барабаны все. А на студии? То есть, вот, на студии тоже. Звука. Но не я всегда решаю. Где я продюсирую, да, я очень щепетильно отношусь. Но люди, с которыми я работаю, там Володя Осинский, Леня Воробьев, вот то, что мы в Чикаго делаем, это, они все знают мои предпочтения. Мне Леня когда присылает, там, последнюю песню, я говорю, Лень, просто круто. Что мне говорить? Круто делать, круто по звуку. Очень жалко, что я говорю, мы сейчас живем в таком жестком социуме, очень же. Кто-то выходит на демонстрации там против этого. Очень тяжелая жизнь, очень у всех. И слава богу, что Господь мне дал такую возможность заниматься барабанами, еще жить на эти деньги там, более-менее. Но, к сожалению, у меня не так много времени. Не то, что с собой, еще куча учеников сейчас появилась. Тоже это дико интересно. Мы там и ансамбль делаем свой, все. А вот такие проекты, как «Пластилин», «Смотри», он существует. Просто он сейчас... Там пишутся новые какие-то композиции у нас. Это да, все. А
Drums Dreams тоже опять начали репетировать. Не так много, как бы хотелось. Не так много. Нету времени. А надо, потому что, ну... Ты знаешь, вся жизнь и все истории, и вся история, я думаю, человечества, это такой бег по стадиону, по спирали. Бег по стадиону. Мы около этих всех трибун уже пробегали. 90-е пробегали. Я был один из немногих, кто в то время не ушел, вот из моих ровесников, из музыки не ушел. Я по пальцам перечислю. Я видел, как люди поспрыгивали в бизнес. Совершенно крутые музыканты поуходили в бизнес. Но уже мало кто вернулся оттуда. Там, за редким... Не возвращаются. Не, а то не возвращаются, потому что, это уже что. Многие те же бывшие музыканты нас называют клоуны также. Точно так же. Это нормально. В плохом смысле, но это нормально. Где-то нужно. Где-то нужно. Триггера есть. Я не сторонник того, к примеру, нужно все своими именами называть. Триггер. Для чего это сделать? Для того, чтобы посмотреть фильм. Если люди хотят свои недостатки заменить триггерами, то это я отношусь дико плохо. Приходит после электронных барабанов, я говорю, ты что? Как по заднице ладошка. Я говорю, так нельзя. Так нельзя, нужно звук извлекать. Вот у тебя волна. Да. Тебя ни один звукорежиссер не озвучит в зале при самом ломовом аппарате, если ты ему не дашь волну. Плохие барабаны будут, но будет волна от тебя. А ты что, вот к триггерам многие привыкают. Это для другого немножко. Это электронные барабаны, у них есть свой сегмент и рынок гигантский там. Это определенная музыка электронная. Это для занятий или где-то заменить, где-то грохотать нельзя. Маленькая такая там кафешка, и тебе нужно сыграть на этих триггерах. Ну ладно, запошлять сыграл, все. Но так, чтобы это прям замену живым, это невозможно. Во-первых, Immigrant Song, You Fool No One у Ян Пейса из Burn на второй стороне винила, если это Fool No One. Билли Кабом, весь спектрум, это 73-й год, почти весь, там есть вещь, по-моему, да, и в спектруме, 17 16, 7 восьмых плюс 3 16. Невероятно. Просто грув. Стивгатовские грувы, конечно, Стивгат. Не так Вейкл, причем Вейкл, он вырос, в принципе, на Стивгате. Это улучшенная модель. Он его называл в качестве... Это невероятно. Вот из таких ритм-машин Фил Коллинз, все коллинзовские бреки, они просто нереальные. Дон Брюер Гранд Фанк. Это просто. Из современных, не знаю, много черных барабанщиков, конечно, которые сидят вот. Например, Микки Би, такой был здоровый черный чувак в тюрбане. Майкл Би его называли. У Принца играл. Шейла Исковеда тоже, перкуссионистка, тоже принцевская. Вот это такие прям... Но есть хорошего грува, то с Ленни Кравицем там играет. Такая. Да, Синди Блэкман, жена Сантана, да. Это...
надо стараться быть современным. Надо быть современным. Вот я иногда со своими ровесниками встречаюсь, у меня ужас. Виртуальный волос у меня, он дыбом встает. Просто сразу. То, что я говорю, ребята, просто я такой, я в каком-то, не знаю, в дом престарелых как бы попадаю. Нужно просто следить. Креативно это все самое современное. Креативное, но для меня специально сделанный креатив – это не креатив. Креативный человек, вот, например, там, «Черный квадрат» Малевича. Креатив. Просто чувак стебанулся, просто нарисовал. Вот это креатив. Но это все от души, от сердца креатив должен быть. Просто нужно заниматься современными технологиями, заниматься. И какими-то современными идеями и свои мысли вот на эту платформу устанавливать и продвигать. Невозможно стать креативным, если ты не креативный. Ну, невозможно, как у тебя... вот, представляете, на меня сейчас какой-то там креатив в моде, там желтый пиджак, там какой-нибудь ирокез приклеит и все. Я буду как дурак выглядеть, потому что на моем лице будет написано, он не креативный. В инструменте то же самое. Нужно просто заниматься, смотреть, чем вообще дышит, живет мир, не стараться сыграть там лучше всех, сыграть все, найти свое и продвигать на современное. Да, с электроникой, с какими-то там народными инструментами. Очень много. Вот это креатив. Креатив для меня это что-то новое такое, свежее. Недавно был фингал, и мне все говорят, тебе Ира что сделал? И у нас был день такой, у меня полетел, в машине у нас что-то накрылось. Вот недавно был грязь, метель. Оторвался в один день башмак, еще это, то есть я чуть не босиком, то есть день. И вот так я зашел на бензоколонку, там она, бедная кассирша, отпрыгнула, думала, я пришел говорить, так с фингалом. Ну вот, взял палочку, не удержал, давно просто не сидел в инструменте, пак, отскок, и прям мне вот просто под глаз долбанул палку. Безопасность. Безопасность нужна, да. Это правильная постановка. Это должны быть замки, потому что травмы опасные. Перед концертом обязательно всегда проверяю все стойки. Все стойки, все тарелки. Во-первых, неприятно, когда это откручивается, падает. Во-вторых, у меня было в арсенале так. Техники плохо зацепили, прикрепили стойку к подиуму, а подиум был высокий. Алексей Семенович Козлов стоял здесь. Я врезал по тарелке, а там старая тамовская стойка, и она вот так упала, и воткнулась тарелка, старый Мэннел, у него вот так, сантиметров там в 50 у ног. Вот тоже безопасность. Да, инструмент травмоопасный, поэтому надо все, как бы шутки шутками, я говорю, ребят, прежде чем начать играть, проверьте все, не разболталось, ничего. Разминаться? Обязательно. Ну вот, что конкретно, какой совет? У каждого барабанщика должен быть, времени не так много, и потом людей достают, когда в одной гримерке ты есть всякие там бесшумные пэды, можно взять для себя блок упражнений минут на 15, которые более или менее разогреют руки. Обязательно разогреваться. Но чем больше ты будешь заниматься, тем меньше тебе нужно будет разогреваться перед концертом. То есть ты там достаточно 50 минут и 5-10 минут, и ты разогретый. Наверное, желательно каждый день заниматься. Да. Вот у меня нет возможности самому заниматься. Сейчас придет ученик, и мы с ним начнем с техники, потому что это мне тоже нужно, и я сижу вот с учениками играю.
Friends. Пару слов. Это невероятно. Я думаю, если мы встретимся после нашего приезда, мы на месяц уезжаем, в конце 29-го мы прилетаем назад. То есть это проект просто аутентичный, то есть в ноль снято до ноты, до темпов, прописаны все темпы, с кликами играем, группы Чикаго разных годов, но в основном это вот первый состав Чикаго, когда и Терри Кац был живой, Царство Небесное, гитарист, фантастический. И вот заметили американцы, причем очень сейчас идет переговор по поводу Night Show, вот это самое крутое, как Ургант у них, то есть нас там ждут. И мы даже не ожидали. То есть Леня Воробьев, он сделал крутую вещь. И я говорю, ребят, на нас ответственность очень большая. Лэм приедет с нами играть, клавишник Чикаго. Здесь играл посол Джон Хатсман, США в это. Он сам рокер, он ведь рокер, музыкант. Очень крутой. Жена у него такая тоже из музыкальных. Тоже вот то есть это гастроли по Америке? Это да, это 4 города, причем 9 или 10 января. То есть 2 дня мы играем на выставке, вот на этой крутейшей, на симпозиуме продюсеров американской, по-моему, 4-5. По полчаса мы играем там в Конгресс-холле, ну так, потихоньку. Но 9 или 10 надо узнать. Мы играем в Sony Hall. Это большой, это зал, очень крутой, причем на Бродвее такой. И мы играем не для иммигрантов, не для русских, хотя с удовольствием для наших поедов. Мы играем для американцев. И американцы едут с других штатов, с других городов. Там такое количество фанатов. У меня большинство друзей сейчас американцы, потому что если не принимаешь в друзья в Фейсбуке, они звонят Лене, говорят, почему Игорь там... И мне приходится набивать френд этот... Пришлось заниматься соцсетями. Да. И много. Вот у нас будет Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Продался один концерт. Ну, продюсер, который нас катает, промоутер, он выкинул один концерт сначала. Небольшой зал, говорит, сначала, там мест 200-300. На пробу, да? Да. За 20 часов все билеты были проданы. Он выкинул второй, опять. Он сделал 3-й концерт. И там вот люди все, предложения, все больше. Ну, сначала, русские, это все. Ну, у нас все чисто, все открыто, все по рабочей визе, через департамент, через американский это все оформлено. Там, ну, для меня важно просто поехать и показать, что в России тоже, ну, потому что вот эти вот сложные сейчас отношения, потому что на русских гонят, для меня это просто больно сложно, потому что американцы вообще другие. Очень хорошие там, не политики, вот это говно. Ну, да. У нас такая же деятельность, в общем-то. Да, мы тоже хотим объединять людей. Да, конечно, потому что, когда ты смотришь человеку в глаза, ты, когда с ним тусуешься, это совершенно другое. Потому что политики, это вот народ, мнение, да, ты через какие-то фильтры кучу приходит, и в результате мы выбираем вообще не то. И мы думаем, через какие же фильтры мое мнение пришло, чтобы выбрали того, кого я не хочу. Хотя я в жизни отсюда никуда не уеду, в России я человек православный, я люблю, просто у меня и друзья, и музыка. Но я за то, чтобы был мир открытый, больше тусовались, люди ездили, чтобы наши барабанщики поездили в Нью-Йорк, посмотрели, как просто в клубах играют. И зарабатывают не столько, сколько они. Спит и нормально гастроль, как здесь, под фанерку даже подчесывает, так в легкую. А там пацаны... Там жесткая конкуренция. И там слово гик, то есть, да, если у него сегодня гик, это святое, работа, все. Что с работой очень проблематично. Барабанщика 100% уже нет. Мы уже это проходили. Мы уже проходили. Почему? Ну, потому что это все же вообще музыку вряд ли работает. Потому что люди приходят послушать что-то живое, именно лайв. Потому что уже с компьютерами мы проходили. И New Wave, сначала New Wave был, потом барабанщиков, конечно, как раз вот после этой волны, где в начале 80-х стали барабанщиков просто убирать из группы.
просто стали убирать. Потом все равно вернулось, потому что, ну, без барабанщиков, без живых музыкантов, ну, музыки нет. Ну, вот как Есть раз, электронная. по-моему, Бенни Греб, что ли, говорил, что барабанщики всегда будут, потому что людям просто нравится ударять по какой-то поверхности. Ну, то есть, само действие ты ничем не заменишь. Робот не сможет за тебя ударить палочкой обо что-то. И это 1000 лет уже длится, и поэтому барабанщики... Ну да, но это вот слишком глубоко копнул. Да, так, не, ну, это да, но я бы не знаю, да. Это очень круто, конечно. Нет, барабанщики были и будут всегда. Потому что, ну, мы можем генерировать настолько много и настолько быстро менять настроение, глядя на это. Вот ты смотришь на вокалиста, да, на своего, и ты понимаешь, что сегодня будет немного медленнее, будет раскачиваться там. Ну, к примеру, там, быстрее будет песня. У робота такого нет. Он не может это там, энцефалограмму, кардиограмму все постоянно снимать. А здесь на тебя на сцене поворачивается маршал. Я уже знаю любое его движение. Ну, он еще, там уже басист, я знаю любое движение. Поэтому живой барабанщик, он это... Потом он козел отпущения ведь всегда, в хорошем смысле. На него можно ведь свалить все неудачи на барабанщика. На робота не свалишь, он точный. Всем пока. С вами был Игорь Джавадзаде. Занимайтесь много с утра до вечера на барабанах. И, конечно же, смотрите и слушайте Drum Talk.